Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро-прогноз, старинный цыганский пасьянс, события ближайших дней. Давайте узнаем, что в ближайшее время, со дня на день, ожидает ваш знак зодиака. И, конечно, останемся реалистами, поскольку любой прогноз, он не расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, проведем мы с вами приятное время, и какие-то подсказки вы получите. Наш прогноз из двух частей. И первое – это старинный цыганский пасьянс, который у меня, господи, так много, так давно. Давайте узнаем, а вы переложите то, что вас сейчас беспокоит. Или какой-то вопрос, что вы хотите решить, согласовать. А может быть, думаете, получится, не получится. Вот переложите на метафору карт, а вы люди очень чрезвычайно интуитивные. И я уверена, чем-то вам наш прогноз поможет. А я же вас хочу пригласить на свой сайт. У меня астрологический прогноз, основные моменты до конца сентября. И ссылка в описании под видео. Переходите, читайте. В сентябре мы что-то проясняем. И основные подсказки это вы можете себе дать сами, как будто не все познается с позиции логики и здравого смысла. А вот наше подсознание или ваша шикарная интуиция как раз дает правильные ориентиры. Любовь, мои дорогие, личная жизнь, роза. Может быть, это вообще в целом любовь к вашим близким. Хотя я должна сказать, в этом пасьянсе это именно любовь в паре. И дела домашние. И близкие тоже, наверное. Может быть, и далекие, которые родственники. Или наоборот, даже не родственники, а друзья, которые вхожи в ваш дом. Некоторые друзья бывают ближе, чем дальние родственники. И такое тоже есть. Прочный союз. Все же тут я вижу личная история. Смотрите, роза и прочная связь. Узел, мои дорогие. Оставим розу, пойдем дальше. Ух ты, тут что-то правда. У кого-то я такое допускаю. Если ваша дружба длилась какое-то время, то есть вы уже, насколько-то узнали друг друга, по крайней мере, могут быть или разговоры, или вы можете задуматься о том, не начать ли жить вместе, или о более таком надежном союзе, может быть, и оформить отношения юридически. Колчан со стрелами, мои дорогие скорпионы, полное исполнение желаний. Насколько полное, я не берусь судить. Я лишь говорю то, что прописано в значениях этого пасьянса. Да точно. Солнце, солнышко, семейный очаг. Тут, кстати, могут быть вопросы, как и место вашего пребывания, буквально, может быть, согласование по жилью, или куда вы собираетесь отправиться. Может быть, у кого-то и тема жилищного вопроса стоит очень остро, но тогда ее можно решить. Или, по крайней мере, видеть ориентиры. Солнце одновременно выбор правильного направления. И конфигурация планет такова, что то, чем мы сейчас занимаемся, или что в нашу жизнь приходит, а здесь все не случайно, скорее всего, это будет иметь значение последующие 6-8 месяцев. Солнце как раз и означает период 6-8 месяцев. Исполнение желания еще. Как интересно. Это, знаете, вот у вас какой-то пазл прям может сложиться, мои дорогие, любимые скорпионы, правда? Корабль. Корабль – просто исполнение желания. А вот колчан со стрелами – полное исполнение желаний. Так прописано. Но ведь это один из символов Меркурия. Это еще и перемены. Это поездки. Может быть, много будет какого-то перемещения, поездок, может быть, и далеких. Тут у каждого по-своему. Или просто какая-то радость, действительно, она в вашей жизни присутствует. Есть возможность решить ряд вопросов, как и в личной жизни, так и я вижу по согласованиям, скорее всего, тоже. Но будьте внимательны. Маска. Это персона, которая себя скрывает. Это те, которые порой в тени. И
Мы даже можем не подозревать этого человека. Почему? Потому что умеет он себя скрывать. Это даже, знаете, как лесть какая-то, может быть. То есть это где-то наше окружение, может быть, вопросы работы. Это не есть наши близкие, я бы сказала. Не-не-не. Тут какая-то ситуация как внешняя. Словно человек, с которым вы, ну, имеете какие-то контакты. Или тот, который за вами наблюдает. Кстати, те, которые задают беспардонные вопросы. Расскажи, как у тебя дела в личной жизни. Или а сколько ты денег получаешь? Вот иногда бывает такое. Человек какое-то время вроде проявляет к нам лояльность. И потом, ну, момент такой, он нам задает этот вопрос, от которого мы так на первое время в некотором ступоре. Потому что, ну, не совсем все же принято. Но вот кому-то любопытно тут же именно с позиции любопытства к соседу или какому-то товарищу, да, или, может быть, не все люди и искренне. Поэтому, раз выпала маска, мои дорогие, сами имейте маску за пазухой. Видимо, обстоятельства вашей жизни будут именно складываться с учетом и таких моментов. У вас сейчас действительно сильная позиция, еще и якорь, уверенность, надежность. Да и вы-то люди надежные. Но, видимо, не все так однозначно. И у вас, может быть, вы кому-то расскажете, ой, ты знаешь, причем искренне, а у меня получилось вот там какое-то дело осуществить или сложный вопрос решить. И кто-то, да, да, поулыбался, а про себя позавидовал. Вот я, по крайней мере, такое не исключаю. Ну, и такое бывает в нашей жизни, и люди иногда, знаете, не все проходят проверку временем. Мы поначалу можем искренне относиться к человеку хорошо, а вот до какого-то пункта, а потом, как все встает по своим местам, мы понимаем, нет, наверное, на первых порах не стоит думать лучше, чем люди на самом деле из себя представляют. Дать себе возможность узнать вот именно человека. И у вас еще и победа выпадает. Напоминаю, в нашем пасьянсе мы можем складывать крайние ряды. Ну, карты в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Ладно, смотрю, что у вас еще совпало. По горизонтали, по вертикали. Не вижу совпадений, честно говоря. Идем с вами дальше, мои дорогие. И коль уж маска. В чем риск? Давайте узнаем. В чем для Скорпиона в ближайшие дни риск? Пусть нам карты дадут подсказку. А вы переложите на вашу историю. В чем риск? Включиться в какой-то вопрос, когда это не надо. И наоборот, поставить на паузу то, когда нужно действовать активно. Тут, понимаете, в чем риск? Ведь четверка мечей, когда мы складываем оружие и приводим мысли в порядок. Может быть, это мы сами какую-то паузу возьмем, подумать что-то. Ну и неизбежно где-то там, как начали обдумывать. Иногда бывает такое, и соскользнули в ненужную глубокую философию на мелком месте. Вот это мешает. Или когда мы наоборот думаем, нет, я хочу сейчас какой-то вопрос довести вот до точки. И в итоге так бы у нас, может быть, какой-то нейтралитет и сохранялся, а получится конфронтация. То есть все-таки это карта паузы, спокойствия. Но это не стоп. Это не пустое ожидание. Может быть, это буквально полчаса или час, когда мы мысли-то в порядок должны привести для того, чтобы определить, действовать мы будем, а если будем, то как, а может быть наоборот, из какой-то игры мы будем выходить. Вот где-то, я так думаю, что вот эта маска, она как раз и говорит, что ты должен что-то рационально, холодным умом, ведь мечи – это интеллект. И значит, эта холодная голова вам должна помочь подсказать, как бы, да, и плюс ваша интуиция. Ведь мы просто как будто медитируем. Может быть, и дать телу отдых, может быть, у кого-то, мои дорогие, усталость, много работы, много вот этого движа, перемещения, кстати, да, вот мы с вами говорили, что может быть такое, и информации много надо анализировать, и, в принципе, дорог каких-то разных много, пусть даже недалеких, а устать можно, будь здоров как. Тогда дай телу отдых, помни, Скорпион, уставшие люди делают ошибки. У вас на кону что-то важное, понимаете? Ну, понятно, что вот это холодная голова или
Ну, здравомыслие, наверное, когда мы правильно можем оценить беспристрастно, без эмоций, что происходит вокруг нас. Мы можем что-то увидеть. Ох, ну вот, видимо, совершенно необходимо увидеть. Все пажи– это вестники, вы можете получить какое-то известие. И жезлы, дела, работа, бизнес, какие-то документы, еще что-то. Вот тут по части вашей работы, занятости, дел, может быть, и документов, тут возможны какие-то новости. И, может быть, даже события. Или следуют ваши действия, но вы, как знаете, что-то можете начинать в самом начале. Или пусть это даже что-то продолжается, но в обновленном виде. Как будто это нужно несколько видоизменить. Или изменить метод. Или вы будете думать, какой же метод мне принять. Ладно. Следующий вопрос я хочу задать. Ну, карты торопятся. Что удивит? Следующий вопрос. Двойка жезлов. Но это мы где-то на двух стульях сидим. Это не есть как с места в карьер. Или какой-то форсаж мы там себе устраиваем. Может быть, и вы будете обдумывать, где-то карта подсказывает. Есть вам очень хорошо известный вопрос, который, может быть, и требует вот таких взвешенных решений. Так что же удивит Скорпиона в ближайшие дни? Что вас удивит? Хитрость чья-то. Семерка мечей, тут мы зрим в оба. Семерка мечей – это как раз карта воришки. Это у вас выпадала маска. Вы можете, ну, случайно, а может и не случайно, это как выводы какие-то все-таки впереди. Четверка мечей, все, что я говорила. Именно ваш интеллект, вот путем анализа какого-то или сопоставления фактов вы придете к выводу, что есть персоны, которым точно нельзя доверять, поскольку по семерке мечей это обязательно персона присутствует. Это могут быть и люди, которые с нами поступили некрасиво, но и, может быть, это вас удивит, когда вы какую-то правду узнаете о человеке. Но эта карта говорит еще и, когда мы забираем свое. Но сделать так вот однозначно не получится. Или прежними методами не получится. И если это то, что по праву принадлежит вам, значит, какой-то альтернативный метод все-таки присутствует. Но продумать что-то стоит. А с чем это связано? Кроме как человек. Да, правда. Какая-то зависимая ситуация. Может быть, это вы будете думать, чтобы выйти вот из этой зависимости. Может быть, вы чувствуете, что как гнет какой-то. Ведь это чужая игра всегда, по сути дела. И вам, может быть, и хочется завершить. Каким образом? У кого-то будет сложный вопрос. То есть вы можете чувствовать себя скованным. Не все могу решить. Аркан дьявол. Может быть, и действительно есть какие-то моменты, которые от вас не зависят. Но отношения, если к этому менять, или, по крайней мере, пытаться вывернуться как бы, да, или как поступить. Может быть, тут ведь надо именно поступать так, как от вас кто-то не ждет. И этим самым вы поставите точку в какой-то зависимой ситуации. И тут у каждого по-своему. Может быть, это где-то в части работы или ваших достижений, оформление даже бумаги, например, важной, да? Или это пусть будет даже документ, к какому чиновнику обратиться или к какому юристу, специалисту, для того, чтобы решить. Тут явно есть вопрос, который вам, может быть, до чертиков надоел, мои дорогие. Но вот его так однозначно, напрямую решить невозможно. Какая-то запутанная ситуация. А что делать? Давайте узнаем. Но все-таки тут принять, тут явно уже что-то произошло. Тут уже был какой-то инцидент или был какой-то случай, когда вы получили, ну, глубочайшее разочарование. Может быть, вас обидели. Может быть, это было связано с человеком даже, который вам что-то обещал, и вы где-то верили. Вот иногда наша слепая вера, она как зависимость. Или пустое ожидание, увы, тоже зависимость. А люди-то не меняются, и мы все равно рано или поздно делаем выводы. Но я должна сказать, больше тут именно совет. Мы достали эту карту словами Клаудио Пенеро. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Вот вас может удивить
Все же я склоняюсь к такому мнению, что какой-то человек из прошлого. Может быть, и теперь вам будет легче поставить в чем-то точку. Может быть, и по работе, может быть, и в личной жизни. И как идти налегке. Вы словно освобождаетесь, вот, да, от этой разбитой чашки. Но, наверное, это как-то нужно сделать элегантно, красиво. Может быть, хитро, а может быть и мудро, мои дорогие. Держите на всякий случай маску за пазухой. Тут не все однозначно. Ладно, а что прояснится? Ну, вот не знаю, у кого что, наверное, тут прояснится. Потому что ведь эта ситуация у кого-то в личной жизни, а у кого-то из вас это касается работы, бизнеса, а у кого-то, может быть, вообще все вместе переплелось. Но праздник после победы. Значит, вот все то, что мы с вами говорили по арканам пасьянса, по картам пасьянса. Победа есть и праздник будет. Ну и вам, соответственно, и карты выпадали. Хорошо, личная жизнь, любовь, энергии. Давайте узнаем. В ближайшее время. Да что ж такое? Исполнение желаний. Как помощь ангелов-хранителей, туз пентаклей всегда возможность. Может быть и решить какой-то финансовый вопрос. Может быть и финансовый спор. Я могу допустить, что, может быть, это связано даже с каким-то документом. Ведь туз пентаклей – это буквально финансы. И наш пентакль, изображенный на карте, сродни солнышко. Это правда? Как исполнение и полное исполнение желаний. Или подписать, оформить какой-то документ, получить какие-то договоренности. Может быть, контракты, соглашения. Может быть, и брачный контракт. Ну, кто знает, тут у каждого что-то по-своему. Но это явно возможность. Карта торопилась. Давайте достану сама. Да правда? По сути дела, вот эту путаницу вы можете завершить. Тогда, как я говорила, ненужная глубокая философия на мелком месте. Здесь может быть какой-то, опять же, альтернативный вариант. Все-таки нам на карте показана ведьмочка. Это Таро ведьмочек. Она с закрытыми глазами, обратите внимание, бросает ножи и попадает четко в яблочко. Слушайте свою интуицию. Здесь, правда, даже то, что, ну, умом не понять, может быть, да, и сердцу где-то не прикажешь. А вот интуиция – это, знаете, связь, тандем интеллекта и прежнего опыта вам позволяет решить какую-то проблему, как будто высшие силы даже этого хотят. Вот это ситуация по личной жизни. Давайте мы узнаем, а что же тогда по финансам? Будьте внимательны, тут и по финансам. Какие-то могут быть харизматичные лидеры, которые вас могут чему-то призывать что-то приобрести. Имейте в виду и такой момент, что сам человек в чем-то участвовать не будет. Лидер ведь это больше с позиции руководитель или какие-то приказы. Здесь это может быть как и бизнес какой-то проект, или вам могут какую-то сделку предложить, сказать, что ну вот это будет очень перспективно, это будет продолжительно, да у тебя будут такие бонусы, ну и так далее. А по факту все будет не так. Нам лидер показан, обратите внимание, король жезлов. На этой карте вот очень хорошо этот момент, что человек не готов участвовать, он просто готов быть лидером, руководителем, отдавать приказы. И здесь он объясняет, показывает что-то на карте коту, мои дорогие. Понимаете? Да, нам, кстати, этот человек может показаться очень привлекательным. И эти персоны действуют как магнит. Нам хочется слушать, внимать, быть рядом, где-то дружить, продолжать какое-то взаимодействие. Но человек сам на своей волне. Здесь действительно как вот эта маска может быть, и у вас выпадает по части финансов. А вообще, что вам делать тогда? Ладно, ну давайте как совет. Ну, как будто не пытайся еще раз, как войти в реку дважды. Не пытайся заново переделать какую-то прежнюю тему. Не попадись, может быть, на удочку, на которую ты прежде попался. Тут явно присутствует прошлое, которое вас держит словно в заперти. И если мы думаем, что прежний проект, и это, кстати, планетарно, у меня на сайте, как есть и астрологический прогноз до конца сентября, так и на сентябрь. Я не помню детально, что я писала, но прочитайте, может быть, эти две статьи, о чем я. Есть такая концепция, что мы можем подумать о том, что они попробовать
у вас вы ведь чувствуете сейчас свою силу, у вас действительно такой благополучный период. И знаете, когда мы самоуверены, мы часто не улавливаем, когда эта самоуверенность, прекрасное качество, уже где-то граничит с самонадеянностью. И вот потому что у нас сил хватает, мы можем подумать, а дай-ка я еще раз какой-то реванш возьму. А здесь этот период совсем не для этого хорош. Этот период сентября нам хорош быстро перестроиться, а не с каким-то перфекционизмом пытаться создать из прошлого очередной шедевр. Этого не получится. И вот где-то четверка кубков и говорит, ты потратишь просто время и не увидишь ту возможность, которая к тебе приходит. Вот правда, тут явно есть какой-то выбор, мои дорогие. И это и личная жизнь, и одновременно финансы. Ну ладно, давайте достанем дела. У короля Пентаклей все под контролем. Это надежные люди. Может быть, и есть такие люди, да? И тут, в принципе, все стабильно, понятно. Это те, которые готовы, кстати, вам прийти где-то на помощь. Да, у кого-то могут быть вопросы в учреждениях, в банках. Все же иногда эта карта бывает как, ну, статусная, да? И, может быть, это вот такие контакты с человеком, который, да, он-то консерватор. Это ему помогает, потому что свое благополучие человек построил сам. Или карьеру. Вот здесь, в принципе, на карьеру, да даже бы и на деньги бы сказал. Это продуктивная карта, которая обещает и стабильность, и уверенность, вот как этот якорь, но и последующее продолжение. Но иногда это та карта, которая говорит еще и о наших близких, да, вот буквально супругах. Может быть, это и есть какая-то тема, которая перекликается и с личной жизнью, и с финансами, и еще и с документами. Я такое могу предположить. С вдохновением сложновато у короля Пентаклей, но если мы говорим на дела именно, то здесь у вас, какого бы сложности ни стоял вопрос или тема, если надеяться на самого себя, ну это вот так вот, если энергетика, архетип этой карты, то у тебя, Скорпион, все получится. Давайте, мне так и хочется, общую карту совет, что нам подскажут карты. Но, видимо, есть и вопросы, которые наспех не делаются. Семерка Пентаклей. Знаете, тут вот действительно нужно разграничить пустое ожидание и регламент. Регламент – это когда мы не можем ускорить подписание какого-то документа, оформление бумаги или ну вот чего-то еще, или подписание каких-то контрактов, соглашений. То есть это когда мы взаимодействуем с другими людьми. Сколько ни дави, ну, наверное, вряд ли у нас получится быстрее сделать, нежели человек определится. Или вот нам нужно подождать сколько-то дней. Поэтому это то, что, знаете, добрые дела наспех не делаются, карта говорит. Или показывает о регламенте. Но, видимо, есть еще и те моменты, когда тоже этот выбор нужно делать. Это не значит, что вы сделали выбор и вынесли кому-то вердикт. Нет, тут лучше наблюдать, потому что не все однозначно. Но, по крайней мере, разобраться, что вы будете продолжать. А что нет смысла уже продолжать. Это уже какая-то прежняя история. И вот, наверное, сколько ты ее тут не пробуй, да, желая получить шедевр. А? Нет, вряд ли. Давайте еще одну карту достану. Пользуйтесь этим моментом, потому что шестерка Пентаклей, правда, тут вопрос, который явно увязан с финансами, либо с документами, бумагами, и неважно, работа это или это личная жизнь, но вот как-то переплелось у вас, мои дорогие скорпионы. Но шестерка Пентаклей – помощь высших сил, правда. А еще это карта финансового успеха. Единственный момент. Карта говорит однозначно. Когда ты кумулируешь что-то, и это тебе высшие силы помогают. Вот именно подождать, может быть, да, то, что следует подождать. Или вот эти плоды, которые упадут к вашим ногам. И здесь нужно, правда, что-то проанализировать. Или когда вам нужно решить финансовую тему очень острую, к примеру, закрыть какой-то платеж. Тогда карта будет говорить, что в вашем окружении есть тот человек, который придет на помощь. Но у вас могут деньги в долг попросить. И вот эта карта говорит, помни, Скорпион, рука дающего, завтра может стать рукой просящего. Поэтому будьте внимательны все-таки к финансам. Ну, может быть, мы эти деньги не скоро увидим, если увидим вообще, да, если мы говорим именно, когда вот в долг кто-то просит вашей помощи. Значит, финансы в центре внимания. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы.
Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Искренне ваши комментарии. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.